Друзья, всем привет, меня зовут Алексей, канал Календарь Рыболова. Мы с Юрием и с Карлосом прибыли к нашей лесной избушке. Вот так это строение выглядит на данный момент. А здесь прямо вообще хорошо. Немножечко подштукатурить. Я думаю, что продуваться не будут насквозь. Задача минимум на этот поход — это доложить стену до уровня окон и, собственно, установить окна. Погодка сегодня, конечно же, экстремальная. Мы приехали к водоему, и у нас были серьезные сомнения, выходить на воду или нет. Штормит капитально. А еще и Карлос в последний момент передумал запрыгивать в лодку. Пришлось причаливать по такой волне, было очень неудобно, сложно, и уговаривать его, чтобы он все-таки запрыгнул. Ну что, сразу к работе. День короткий, осенний, темнеет рано, нужно побольше попытаться успеть. На складе вроде бы все в порядке, крыша не течет, все на месте. Я взял инструмент и сразу буду заготавливать глину и ракушку. Юра, что это ты с собой притащил такое? Это ты не справляешься на удочку, решил сети ставить? Да, металлические, да. На супер злую рыбу. Так что это будет? Это будет сито. Будем через сито пропускать песок, чтобы крупные кусочки отсеивались камушки. А мелкие просыпались, и ты будешь набирать, и мелким уже, как говорится, песком, с мелкого песка будем уже засыпать и делать раствор. А так как крупные куски, очень много крупных кусков попадается. Месторождение ракушки практически исчерпалось. Теперь, если забрасывать просто лопатой в ведро, то попадаются крупные камни, трава и другой мусор. Поэтому решили сделать сито для просеивания, чтобы попадалась только нужная нам фракция. Вот, Юра займется изготовлением сита, ну а я пока схожу за глиной. Не хочет успокаиваться. Очень. Наоборот. Ну и, друзья, вот что получилось. Вот такое вот сито. Так поставить, и сюда будет лететь камушки, песок, просеиваться. Ну, я думаю, вы знаете, вам рассказывать долго не надо. Все, сейчас отнесу Алексею, пусть сеет песок. Так, лед,
Готово. Можешь теперь сеять песок потихонечку. Будем попробовать. Да, будем пробовать. Ну что, я пойду испытывать сито, а тебе еще есть задание. Да ты что? Вода в колодце закончилась. Надо траншейку. Ты что, не добивает до колодца, до нашего до этого? Убивает. Надо прокопать траншейку. У тебя шузы почти непромокаемые. Тебе удобнее будет. Еще прикручу вот этими вот планку, а то можно сорвать. Здесь пару местах и там вверху. Такие вот я нарезал металлические. Типа прокладочки, шайбочки. Раз. О, первый пошел. А ну-ка дай я попробую. Я тебе сейчас мастер-класс покажу, как это делается. Что, скатывало? Да, не надо на нее насито бросать не надо. Вот так, вот. Мы просеем весь берег. Скажите, друзья, что вы одно и то же показываете? А что еще показывать, если уже четвертый колодец копаем? Ветер ужасный. Подожди, а то хвост перережет. Сеялку, веялку. Вот как так. Алексей остатки забирает. Ракушки мелко. Уже сито переустановили на другое место. Воды. Это она насчитала, наверное, и песок же что ли.
чистенький. Пока глина заквасится, пойдем притащим несколько бревнышек, будем резать на чурки, потому как еще есть крупные куски глины, которые не раскисли. Когда собираюсь бросить бревно, сразу понимаю, что Карлос где-то рядом крутится. И уже вроде как устал, хочется поскорее его скинуть. А нельзя, потому что его можно придавить. За тебя все. Арнольд, дай обгоню. Одно другого. Зрители спрашивают, что за пила новая. Пока много не могу рассказать. Не так много ей пользуюсь. Но пока неплохо. Масло жрет умеренно. Ну, явно меньше, чем та маленькая пила. Кстати, от маленькой скоро должна прийти запчасть. Надеюсь, удастся ее восстановить. Вот. Ну а по поводу этой расскажу позже, когда будет больше опыта с ней работы. Все, масло заменено, Заменено, да, можно обкатывать. подлито. Делаю ванную. Чурочки небольшие. Как растворчик поэластичнее стал, чем был раньше. Ну да. Раствор сейчас получим. Сейчас.
Сюда чурочку бы маленькую, Леша, сюда. Замеришь, отрежешь. Да, сейчас отрежу. Может, песка еще надо добавить. Редковатый стал у нас. Расшвакнул. Опа, в ямочку. Все, Да. Но чтобы провести, значит, мне нужно вот эти вот размеры отпилить сейчас. Так. 20. 20 сантиметров перечерки. Пойдет. Одна такая, одна на палец такая. Так это не она короткая, это та длинная, по-моему. Ну, одно окошко у нас 88, другое 89. То есть, Ну вот так и сюда, считаем, чтобы что щетки заложить. проем 90 сделаем, чтобы сверху можно было там замазать, запенить, Ну да. расклинить и так далее.
Выспался, Карл? Как там в берлоге у тебя? Все. Все батарейки поменял, теперь можно смело продолжать. Теперь нам и на завтра хватит. Что-то не пойму я. А что, одна короткая, другой длинная? Ну, они, наверное, усыхают быстро. Я сам не знаю, где вон рулетка, померяй, где какой размер. Ну, действительно, настолько отличается, это не может быть. 29. Ну, это не знаю, почему так. Откуда он такой остался? Это 35, блядь. Должно быть 33. Надо открутить. А? Жалко ломать. Открутить надо. Пойдет на это. На новую избу. Ну, вытаскивай вместе с этим. Там открутим на месте. На новую избушку. Тебе помочь? Я не знаю, сейчас попробую. А ну давай. не сломаю. Одна прягися. У Не тебя надо. ты в поясе. У меня штаны есть. О, пошло. Да ни хрена не пошло. Давай у меня пойдет. Что-то ты какой-то каши малоедный. Ну да, я ж сейчас каши не ем. И сладкое тоже. А потом столбы что будет тягать? Вот сейчас обратим внимание. Больше 4 лет простоял в земле столб. Нужно ли его было обжигать или мазать отработкой или еще. О, пошел. Пошел. Да, он был глубоченько, наверное, с полметра. Это я объясняю для комментаторов, которые Смотри, 5 лет простоял. говорили о том, что нужно мазать его какой-нибудь гадостью или обжигать. Вы просто, скорее всего, никогда не работали с дубом. Редко вообще его встречали. Сосна, конечно, моментально. Любая, в принципе, хвойная порода достаточно быстро испортится. А дуб будет стоять по 100 лет. Розетку надо открутить, она без розетки будет насколько легче, это бревно. Ты представляешь? Так зато я могу подзарядиться. Знаешь, как в мультфильме «Ну погоди», только раз на штангу он поднимал, на один конец птичка села, и он себе ногу отбил. Так что это опасное дело, розетка. Или это выключатель? Выключатель. Выключатель. Ну, выключатель он легче, чем розетка, можно. Откуда в лесу розетка? Выключатель, понятное дело. Ну да.
там уже зазора почти нет. Пихнул невпихуемое. Ты че ругаешься? Я даже не думал. Я хоть раз ругался вообще. Невпихуемая. Это ты хочешь сказать не руганя? Еще и какая ругня? Невпихуемая. Говорит, невпихуемую. Это просто... Вот это вот, это невпихуемая. Потому что действительно... Вот. Давай, растворчик еще. Давай. А это вот как раз как положено. Вот раз. Кольнул таки. Да. Так, и ты вот эту чурочку мне дал, да? А кто же ее будет обрабатывать? Я проверил, там нет короедов. Как ты проверил? На запах, на нюх. Подписчики тебе скажут, почему не обработал и не ободрал. Понимаешь ты? А скажут мне, потому что я ложусь. Кладу. Я кладу, а он налаживает какую-то мне ерунду. Где раствор? Кладчик. Так, есть. Когда я работал в шахте, половина звена шахты, еще Грозове работал, у нас были Сурала хлопцы. И они ложь, разговор такой, и вот это вместе с ними разговариваешь и начинаешь точно так же. Только я вот говорю, а за собой ловлю, как я разговариваю, думаю, боже, что я тут... То есть, потому что, полжизни своей провел в шахте. И вместе с ними у нас там, раньше же было, ты знаешь как, очень много Сурала, особенно пермские. Друзья, я снова на связи. Были временные технические неполадки. Камера почему-то разрядилась, поэтому и не хотела брать заряд. Поэтому не все я заснял. Мы остановились на том, что Юра доложил площадку под окном, выровняли. И решили уже по темному не ставить сегодня окошко, потому что как нужно было уровень посмотреть, пузырек этот. Можно было сильно криво поставить. Короче, решили на завтра перенести. Еще одна авария. У нас пробился матрас совсем. Мы его пытались подручными средствами отремонтировать. С помощью монетки зажали ее плоскогубцами и пытались задавить это отверстие. Но в итоге чересчур сильно давили плоскогубцами и продавили вообще вот такие отверстия, и он теперь спустил моментально. Вот, так что мы застелили под палаткой камышом, который у нас тут в достаточном количестве. И как ни странно, сегодня погода была такая стрёмная, ветер, шторм. А на самом деле сейчас тепленько. Я не знаю сколько градусов, но я брал с собой теплый шерстяной свитер под кофту, но я его сейчас не одеваю. Вот на мне носочки шерстяные. Также есть шапочка. Это чтобы вы представляли, что в прошлый раз я сильно замерз. И на этот раз так утеплился. Но на самом деле сейчас пока тепло. Посмотрим, что будет ночью. В общем, увидимся утром. Пока-пока.